Они все сделали для того, чтобы нас стравить. Давай. Раз, два, три. Что? Да. Они с 91-го года у вас там промышляли, воспитывали. Сорос воспитывал. Знаешь, учебники для детей печатал, кого надо ненавидеть в этих учебничках написано. А зачем вы начали эту войну? Вот ваше личное мнение. Личное мнение? Ну вот лично мое, надо было раньше по праву сильного. Просто вот давить в зародыше. Вы что, животные? Ой, ни хрена себе, какие люди. Здрасте. Добрый день. А тут некоторые думали, что вы уже померли. Мои слухи о моей смерти сильно преувеличены. Да, точно. Кто об этом сказал? Как дичь. Да, ну просто вас не было видно, видимо. А, вы, наверное, были в той рулетке, да, где дрочат как бы и украинцев. Там у вас консенсус, как говорится. Остались одни дрочеры и украинцы в той рулетке. Ну, вы знаете, я практически не видел. А здесь очень много их. А, здесь много, да? Тоже много. Ну, я знаю, что у вас как бы это с кукушечкой не очень. Понимаю. Сочувствую. Соболезную. Ничего, не всех война стороной обошла. А вы, как, почему? Ну, что у вас немножечко это самое, фонит, как говорится. Фонит. Обоснуйте. Да. Что у меня фонит? Вы много здесь видели в этой рулетке? Да, конечно. Наверное, вы перепутали, это другая рулетка. Переключаю, просто их переключаю, вот и все. Понятно. А что вы пришли-то в эту рулетку? Это ж наша, русская. Как же так? Так мне нужно здесь россияне, чтобы об них ноги повытирать. У вас я еще раз говорю, рулетка. Так я еще раз говорю, мне что нужно об кого-то ноги вытирать. Не, вы выгнали всех россиян. Еще раз говорю, мне же нужно, поэтому вы отсюда удрали. Я вдогонку пошел за вами. Не, вы их выгнали. Я еще раз говорю, я вдогонку пошел за вами. Надо же мне об кого-то ноги вытирать. Показывать нашему украинскому зрителю вашу подлую сущность. Конечно, я за вами пришел. Ясное дело, как охотник за дичью. Подлая сущность наша в чем заключается? Можно узнать? Вы обычные убийцы, негодяи, мерзавцы. А вы ромашки собираете, ходите, да? Да, мы ходим и ромашки собираем. Да, серьезно, что ли? Да. Ты знаешь, я жертва советской пропаганды. Я тебе показываю, пока я говорю, раб молчит. Пока я тебе звук выключил, как санкция, если ты со мной будешь говорить вдвоем, это не получится у тебя. Я жертва, парень, советской пропаганды. Мне в школе учили, кто нападает на чужую страну, мерзавец, негодяй, фашист и нацист. Так что я не могу ничего с собой поделать. Я жертва советской пропаганды. Все, теперь я звук не включаю. А вас-то за шо, да? Ничего не предвещало, как говорится. Путин вылез из бункера, да, и напал на вас, да? Вот так было все? А до этого ничего подобного. Вы планировали нападение Вы планировали нападение много лет. Американцы, да, планировали все это. Почему американцы? Вы планировали? Потому что как американцы? Они сделали нас врагами. На кого? И американцы тоже теперь наши враги, прикинь. Тихо, подожди. Вчера очередная американская ракета прилетела к нам. Подожди. Во-первых, прилетела украинская ракета к вам. Нет, атакам с производства с производства где угодно, может быть. Она когда поступила на вооружение нашей армии, это украинская ракета. Да я понимаю, что вы как бы за них это, Что за них? Кстати, свою за них подставляете. Это вы, конечно, молодцы, да. Подожди. Точнее, это они молодцы. За них подставляем. За стеклянные бусы купили вас, дураков, и вы за них там бьетесь. Тихо, подожди. Каким образом нас купили за стеклянные бусы? Расскажи. Слушай, а скажи мне, эти, как они, томагавки завезли? Нет, пока переговоры идут еще. А, еще ждете, да? Конечно, а что F-16? А F-16 завезли? Ну, конечно, уже больше 60, а будет 124. И где они все? Что-то не видать. Почему не видать? Работают как ПВО, сбивают. Вопрос, а зачем пока вы сбили сейчас ПВО? Первый F-16, который к вам завезли, зачем вы его сбили-то? Вы что, совсем, что ли? На радостях, наверное, да? Нет, это ошибка пилота. Ошибка пилота, ну. Вот слушай, не жалко вас, дураков. Серьезно. А зачем вы начали эту войну?
Ты понимаешь, что ты враг вообще или нет? Мне кажется, не доходит. Хотя, может, до тебя и доходит. А вот с американцами разговариваю, они не понимают, что они наши враги. Такие, да не, мы так просто тут. Не знаешь, почему американцы, когда вас кормили, вы их с руки жрали, а сейчас их врагами определили? Как ты думаешь, почему? И что, кстати, вам сделали? Вчера Что вам кассетным боеприпасом американцы сделали плохого, что вы начали считать их врагами? Они все сделали для того, чтобы нас стравить. Давай. Раз, два, три. Что? Да все, Ну, оружие. что, вам например? поставляют. Оружие они Майдан начали только в нам 21 устроили. году давать. Они с 91-го года у вас там промышляли, воспитывали. Сорос воспитывал. Знаешь, учебники для детей печатал, кого надо ненавидеть в этих учебничках написано. Это такие специальные учебнички для туземных детей. По всей планете он их распространяет. Он их учит, кого надо ненавидеть, кто враг, куда надо, так сказать, это самое пулять. Он вас на дружбу, он вас не к дружбе призывал, как ты говоришь, в советской школе меня учили со всеми дружить. Да твоих детей в советской школе меня учили, что кто нападает на чужую страну, ненавидеть русских тебя научили. Ну, ничего подобного. Кто тебе сказал, что у нас до 2014 года ненавидели русских? Знаешь, что жалко, что такая вот тварь, как ты, до сих пор живая ходит. Вот это жалко, да. Я еще на твоих похоронах спляшу. Здравствуйте. Добрый день. Что интересует? Предлагайте тему. Отношения между нашими странами. Российско-украинская война. Отношений нет, война идет. А зачем вы начали эту войну? Вот ваше личное мнение. Личное мнение? Ну вот лично мое надо было раньше по праву сильного. Просто вот давить в зародыше. Вы что, животные? Право сильного только у животных. Серьезно? Америка его постоянно при ваших хозяевах применяет. Где Америка его применяет? В Ираке, в Афганистане. Решение Совбеза ООН. Нет, про Ирак не было. Ты врешь. Постановление 687-93 года и 1441. Читайте. А Югославия? Югославия тоже решение ООН. Ну, ишь ты. Еще раз говорю, решение ООН тоже. Кстати, вы его подписали, это решение ООН. Вы согласились с этим? На Совбезе ООН, да? Про Югославию? Про Югославию, да. И более того, дали в распоряжение американцев целый батальон свой. И вы захватили... Слушайте, батальон миротворческий. Да, миротворческий батальон, так называемый, захватил Приштине аэродром и не дал пользоваться сирийской армии. Да. И не дал пользоваться сирийской армии. Почему? Поэтому вы подыграли американцам очень даже в положительную сторону. Здрасте. Добрый день. Давно вас не видел. Ну, вот видео увидели. Какие вас вопросы интересуют? Вообще никакие. Ну, о чем тогда здесь беседуете о чем-то? Да. Российско-украинская война. Я общаюсь со своими бывшими соотечественниками. Бывшими? А вы где-то сейчас уехали куда-то? Я в командировке. А где вы сейчас в командировке? Недалеко от Краснодара. А с какими соотечественниками вы общаетесь? Из Одессы. Вы сами с Одессы? Нет, соотечественники у меня из Одессы. Одесса — русский город. С какого перепуга он русский? С прямого. Ну, с какого? Обоснуй. Вы сейчас начнете историю кривлять. Вы что, издеваетесь? Обоснуй, почему ты заявил, что Одесса русский город? Никогда здесь русские не жили. Чего это вдруг он русский? В Одессе всегда говорили на русском языке. Это не значит, это говорит только о том, что империя подавляла украинский язык и насаждала русский. Все, больше только об этом. И больше ни о чем. Ты сам одессит и говоришь на русском языке. Ну так что, потому что здесь всегда подавляли украинский язык и насаждали русский. Все, я вот так вот. Ну хорошо, учи украинский язык. Ну, конечно, учу.
Учи. Учу, да. И на нем и общайся. На каком хочу, на таком буду общаться. Выучи английский, буду на английском. Ну, это же демократия, правильно? Конечно, да. А Но- ты что думаешь, русский язык кому принадлежит? Россиянам принадлежит? Нет. Это эсперанто, который придумали в 17 веке для, будем так говорить, для народов Российской империи, чтобы связать одним языком. Это эсперанто придуманное. Искусственный язык. Ты идиот. Нет. Ну, Ты на компьютере или на телефоне? в таком случае... Ты на почему компьютере, ты- спрашиваю, или на телефоне? Да какая разница? Потому что, чтобы ты понял, что идиот это ты. Набери искусственные языки мира Ты и дойди до R. Русский язык. Вот у меня Дойди, первый раз... набери да, искусственные первый раз языки у меня мира. за чат-рулетку вот, мне получилось так, что ты сам себя подпалил. Ну, подпалил. А как ты решил, что я сам подпалил? Расскажи. А что ты нервничаешь? Я разве нервничаю? Абсолютно нет. Да. Что ты поднимаешь голос? Обычно я им Потому что ты параллельно начинаешь со мной говорить. Чтобы тебя, твой голос перебить, мне приходится повышать голос. Да нет. Ты нервничаешь. А в чем? Почему ты решил, что нервничаю? Почему ты решил, что нервничаю? А потому что. Ну, ты так решил. Ну, ты решил, и я тебя не буду Это уже твои, это твои Я зрители. не буду тебя решат. переубеждать. Это твои зрители решат, если ты Ну да, конечно, вот как они бы решат, да. решишь, что выставишь этот ролик или нет. Так все-таки, Что? почему ты решил, Будем что говорить, Одесса русский город? Ты не... Будем говорить по-честному, как украинец с украинцем. А ты украинец? Будем А ты украинец? или нет? А ты украинец? Да. Откуда ты украинец? Из Донецка. С Донецка. Ну, давай Ты поговорим. будешь говорить... Ну, давай поговорим. Я не возражаю, давай. Вот только положи руку на сердце и скажи, буду говорить честно, от души. Да буду говорить честно, не беспокойся. Руку положи. Слово даю. Ну вот. Ну, теперь слушаю тебя. Как украинец Вот. украинца. Как а ты я считаешь, знаю, что... почему на твою родину напала? А я считаю, что это одна родина. Какая Это одна родина? страна. Ты что несешь, парень? Вот. А то, что ты положил руку на сердце, ты сам себя сейчас продал. Почему? Продажно. Обоснуй, в чем я продал? Я за, ты за Украину. Я за Ты Украину. присягу давал. Какую присягу? Кому? Украине. Кому присягу давал? Украине. Пи***ишь. Да, Пи***ишь. точно. Пи***ишь. Нет. В каком году ты служил? Я начал служить в 77-м, а присягу Украине давал, когда вернулся домой в Одессу. С Туркмении. Я не хотел служить в туркменской армии. А присягу давал в каком году? В училище, в 77-м военном училище. Ну. А потом ее отменили, эту присягу. Верховный Совет СССР ее отменил. А Горбачев издал специальный указ. То есть тебя перекрестили? Почему? Всех перекрестили. Не только меня. Всех офицеров советской армии перекрестили всех. Не только меня. Присягу отменили. Да. Присягу отменили. И ввели новую присягу. Вот ты и есть предатель. А что я предал? Вот. Подожди. А что я предал? Во-первых, свою родину. Какую? Во-вторых, подожди. Какую родину я предал? Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. И жить хорошо. Тебе понравилось? Ну, жить, конечно, хорошо.
Ну, а как вы думаете, почему, Молодец. почему вы ведете эту войну и убиваете украинцев, если жизнь прекрасна? А, по желанию. А зачем вы это делаете? Да так, что вы спросили. Вот, Вот я спрашиваю, если мы это не вот я делали, задал вопрос. если, вот прекрасно, значит, мы все сделаем правильно. Потому что если мы это не вели бы, Так. то вам нечего было спросить бы, и вы бы умерли со скуки бы. А Не, тут не, вы не, спрашиваете, не, интересуетесь, вы не такие умерли. прекрасные Если вы не чувствуете. напали, я даже вопрос этот не задавал Ладно, бы. знаешь что, нудный, иди на. Вот еще один придурок. Жид Бандеры. Поговорить не иди на. Здравствуйте. Доброе утро. Откуда вы? Сибирь, Братск, Братск, Одесса. Иркутская область. Какие вопросы вам здесь интересны? Мгм. Ну, не знаю. Одесса. Как правильно говорить? Одесса или Одесса? Одесса. Одесса. Ну да. Ну, все так по-разному как-то говорят. Ну, тут уже кто как скажет, тут особо-то. Ну да. Как там в Одессе? Война. Бомбите время от В Одессе? времени, обстреливайте и баллистикой. Половину сбиваем, конечно, В половина Одессе? прорывается. Дроны практически все сбиваем. Беспилотники. Мгм. Как вы думаете, зачем вы бомбите Одессу? Центр Почему? города. Кто сказал, что центр города? Ну, мы же знаем, куда это прилетает все. Да, вы знаете? На Соборной площади у нас стоит Спасо-Преображенский храм. Туда отправили ракету. А где это можно посмотреть? Ребята, больше нет Преображенского собора города Одессы. Все. Ракета попала в правую часть собора и пробила ее до минус первого этажа, сообщил клирик Одесской епархии Андрей Пальчук. А вы из самой Одессы или приехали туда? Самой родились, там жили, да? Моему дому в Одессе 300 лет. До сих пор стоит. А кто основал город Одессу? Можете рассказать? Коцюба Якушинский. Конечно, могу. Кто? Коцюба Якушинский, украинский магнат. Так что же? А в каком году? В 1386 году. А первый раз в летописях, в договорах на поставку хлеба, это был 1415 год. Здесь уже была построена крепость, порт, обустроена логистика, сюда стекался хлеб на продажу, и Константинополь его покупал. И первое упоминание как порта, где торгуют хлебом, было 1415 год. Назывался этот порт Коцюбеевка. Потом ее захватывают турки. Переназывают город Коцюбеевка город Хаджибей. Потом город Хаджибей захватывают два казацких отряда под руководством атамана Головатова и атаманом Чапыгой. Под общим руководством Хосе де Рибаса. И после этого, через год, город Хаджибей, где 40 тысяч было населения, целая крепость была огромная. А где это можно почитать? Что вы говорите? Вы откуда это берете? Ну, и книг очень много по Одессе есть. Не, вы вот откуда вот берете вот эту информацию? Или вам кто-то рассказал? Потапчук. Какого года книжка-то? 22-го. О, понятно. От автора. Все, я понял. Все, я понял. А чего вас не устраивает? Даже читать не буду. Даже. почему? 22-го года. Обалдеть. Вы, наверное, еще этого Веритатиса слушаете, или там какого-то там еще ваши блогеры эти украинские, как они там, историки. Историки, так, как говорится, в кавычках. Почему вы решили, что... Вы такое говорите, я офигеваю. Даже перепись населения Одессы, блин, в 1897 году, там даже украинцев нет такого слова, и не было никогда.
И русских не было. Русский, еврей, польский, русские. Можно прочитать? Читайте. Что? Прочитать. Читайте. Где? Читайте. Это о чем? Не понял. В составе, по всему. Это, что за табличку? Покажите. Что за табличка? Блин, О чем табличка? сейчас я переверну. Это в отношении состава населения по родному языку Одесса представляет большее разнообразие населения. Какой язык там? Говорят Ну да, на 50 языках, причем здесь главнейшие из них являются русский, еврейский, польский. А как вы думаете, почему именно русские здесь являются? Не, по языку это понятно. Как Потому вы думаете, что почему? Потому что город Одесса – это русский город. А здесь Он русские всегда никогда не был жили. Откуда они здесь взялись? Да что вы говорите? А кто основал город Одессу? Вы какой-то сказали там какой-то хрен с горы, который... Сейчас я, посмотрю. Я сейчас в Google, давайте так, я сейчас в Google забью, кто основатель Одессы. Давайте. Основатель Одессы. Вы можете прочитать, как называется книжка или нет? Или зеркалит? Материалы географии, статистика России, что дальше? Год видно, нет? Не вижу год. 1843. На 465 страничке существует вот такая табличка. Вот смотрите. Такая табличка существует. Блин, плохо видно. Ну хорошо, тогда я просто вам прочитаю ее. Принять таблицу номер 7 за наиболее приближенную к истинному населению Херсонской губернии и Одесского градоначальства в 1851 году. И причислить каптенорных семействовать отставных нежилых чинов. Надлежит в состав населения могут быть следующие национальности. Смотрите, первое слово, смотрите, большое. Вот смотрите, пишу. Малоросы. И смотрите, цифра какая. Видите, тройная цифра. 6 цифр. Видите, да? Вот и тогда я читаю, смотрите, малоросов, это украинцев. Тогда называли украинцев малоросами. 703 699 душ обеих полов. Молдаван и волохов 75 тысяч. Евреев, талмудистов 55 тысяч. Немцев 40 тысяч. Великороссов 30 тысяч. Болгар 18 тысяч. Белорусов 9 тысяч. Греков 3 500. Цыган 2 500. Поляков 2 тысячи. Арилов, кто такие Арилы, хрен их знает, 1990. Карелов 446. Сербов 436. Шведов 318, татар 76. Смотрите, если всех их сложить, и 30 тысяч великороссов отсюда вычислить, это 2% населения. Совершенно очень небольшой процент русских, которые здесь жили. Кто вам сказал, что малороссы это украинцы? Так было. А кто малороссы? Кто такие малороссы? Малороссы в истории. Малороссы, Исторический этноним образованный топонима Малороссия. А в каком Так году? называли жители левобережья Днепра в составе российского государства. А кто они такие были, малороссы? Ну, на сегодняшний день, как эти малороссы называют себя? А теперь посмотрите, Малороссия когда образовалась? В каком году? В составе Российской империи. Посмотрите, там есть. Ладно, что-то мы убежали. Поэтому я и говорю, в Одессе, смотрите, здесь в Херсонской губернии. Еще раз повторите, кто создал Одессу? Коцюба-Якушинский, крепость Коцюбеевка. Так, теперь я скажу, кто. Давайте, пожалуйста. Осип Михайлович Дерибас, основатель Одессы. Он не мог быть основателем Одессы, он захватил. Основатель самого города русский адмирал Хосе Дерибас.
был выходцем из Неаполя и испанцем по национальности. Дерибас прибыл в Россию в 1772 году по приглашению графа Орлова Чесменского и поступил на службу в Черноморский флот в качестве волонтера. Так что... Дальше читайте про его. Дальше... Нет, одну секундочку. Каким образом он стал основателем города Одессы? Если он штурмовал город Хаджибей. Первое упоминание об Одессе относится в 1415-м. Официальную историю Одессы как города принято отсчитывать с 1794 года, когда 7 июня, 27 мая по-старому императрица Екатерина II издала рескрипт об основании города и гавани на месте Хаджибея, а 2 сентября 1794 года после молебна и освящения строительных площадок были забиты первые сваи в основании города. Все. А то, что вы там какой-то... Одну секундочку, подождите. Вы только что прочитали рескрипт на месте города Хаджибей. Город Хаджибей был 40 тысяч. Для того времени это очень приличное население. Ну это же не Одесса, блин. Ну город существовал. Ну это же не Одесса. Его переименовал. Если бы вы мне спросили, кто переименовал, я бы сказал бы Екатерина. И то, кстати, не Екатерина, а ее секретарь. Она. Не найдете высочайшего рескрипта об образовании города Одессы. Найдите, прочитайте его. Но теперь найдите этот рескрипт. Его не существует. Так, теперь еще раз скажите, кто основал Одессу? Я посмотрю, кто это такой. Якушинский. Кацуба. Да. Якушинский. Якушинский. 1386 год. Литовский Ляхчич, основатель поселения Коцюбеев на месте будущей Одессы. Вот Литовский Ляхчич. Никакой он украинец или кто он. А кто такой Литовский? На месте будущей Одессы. Кто такой Литовский Ляхчич? Ну-ка расскажите. Литовец кто он? С Литвы. Литовский. Литвины тогда называли белорусов. Так. Литовский Ляхчич. Да, а литовцев называли этими... Вот, а вы говорите, у вас, короче, каша в голове, вы наслушались всяких ваших этих... Вот вы сами только что вы сейчас подтвердили мои слова. Вы только что подтвердили мои слова. О чем я говорю? Что создана крепость Коцюбеевка и порт Коцюбеевка был создан на месте будущей Одессы. То есть Коцюбеевка, Хаджибей переименовывается в Одессу. Где же здесь создан город? Вот так. Вообще это миф. Однако есть мнение, что упоминание о Коцюбе и Кушинском это миф. Все. Но тем не менее договора в 1415 году... Польские источники не сообщают о такой личности и считается, что легенда об его основании поселения Хаджибей это мифотворчество. А теперь договора Константинополя на поставку хлеба. А теперь договора Константинополя о поставке хлеба 1415 года. Поднимайте. Договора на поставку хлеба. Что хлеб вывозился с порта Коцюбеевка. Да. На таком ядерном если уже существовала крепость, существовал город, существовал порт, существовала логистика. Только свои забили, чтобы город основать, а вы говорите, существовал город. Какой город? Вы такую чушь 40 тысяч населения. Хорошо. Что штурмовал? Тогда не вопрос. Что штурмовал Дерибас в 1789 году? Что он штурмовал? Не знаю. А теперь набирайте, смотрите, будете знать. Что штурмовал Дерибас в 1789 год? Так, история древнего Хаджибея. С одной стороны, Татьяна Руднева знает, что никакого указа основания Одессы нет природы. Так, в 1415 году уже был королевским портом Хаджибей. Был под портом, но в расщепленном сознании так, навязчивые идеи.
Ну, вслух читайте, что вы там про себя вот так вот. Да подождите, ты тот, ну, который не нужно. Ну, почему вы считаете, что не нужно? Может, как раз-таки вы прочитаете то, что нужное. А поскольку в вашу парадигму не вкладывается, вы это вслух не читаете. Да, что вы говорите? Ну, да. Да, конечно. У вас то же самое, между прочим. Вот я тоже могу так я же читаю все. Вот вы... у вас есть под читаю рукой все. тоже? У вас есть под рукой гаджет? У вас есть компьютер или гаджет под Ну, рукой? я на компьютере, я открою соседнее окошко, У вас это несложно. У вас есть Google. Есть. Вы сами забейте в Google, что вы мне говорите, что посмотрим, что он вам выдаст. Ну, я не один раз это делал, поэтому у меня это уже по памяти это есть. Вот таким, как вы, я уже не один раз доказывал, что никогда Екатерина не создавала Одессы от слова совсем. Да, конечно, да. Никогда. Да. Даже рескрипта нету. У наших блогеров, Даже рескрипта нету Екатерины на эту тему. Даже нету рескрипта Екатерины на эту тему. Вы его не найдете нигде. Его нету. Хорошо, нету. Да, его. нету. Это у вас нету. И у вас нету. У вас их Я еще говорю, и у вас нету, и у нас нету. А потому что его не существует. И Украина была создана в 1917 году Лениным. Украинизация началась. Так что не надо там говорить, что какие-то там в каком-то году украинцы. Не было никаких даже царей украинцев. Не было, только гетманы. Только гетманы. Конечно, не было. Они были русскими. Они присягали русскому царю. Какому русскому царю? Назовите русского царя. Назовите мне русского царя. Назовите мне русского царя. Назовите мне русского царя. Ну, кого тебе назвать? Хоть одного назови. Кого? Назови. Русского царя. Русского царя назови. Кто правил Великой России? Я спрашиваю, назови фамилию. Можешь назвать хоть одного названия русского царя? Петр I, давай так. Татарин из рода Кобылы. Да, это ты из рода Кобылы. Нет. И ваша Украина. Татарин, кстати, род Кобылы, это очень уважаемый род. Еще раз говорю, Петр I, кстати, с очень уважаемого рода татарского. Куда ж ты делся, елки-палки?